Приветствую вас на канале по вязанию крючком Вилана Ян. Меня зовут Светлана, и в этом видео я расскажу, как связать такую круглую сумочку. Я назвала эту сумку Марина. Размер сумки 29 сантиметров и донышко примерно 9 сантиметров. Сумка получается плотная, хорошо держит форму. Внутри тоже аккуратно все. Красивый шов. И, конечно, красивые ручки. Для создания такой сумки понадобится полиэфирный шнур 5 мм без сердечника. Я использовала шнур ириска от Зефирка пряжа. Почти 200 метров ушло. Крючок номер 5, игла с широким ушком, зажигалка, ножницы, а также использовала ручки из эпоксидной смолы на винтах. Если ручки на винтах, то понадобится еще отвертка. И вход в сумку у меня 18 сантиметров. Если вы считаете, что для вас это маленькое расстояние, то когда будете вязать, оставьте здесь не 20 петель, а допустим 25. Сначала мы вяжем круг 13 рядов. Размер круга у меня получился 24 сантиметра. При желании вы можете связать и больше. Видео по вязанию такого круга я выкладывала на канал чуть раньше. Ссылка вот здесь, и также оставлю ссылку в описании. Провязываем последний столбик в ряду. Соединяем ряд так же, как и все предыдущие мы соединяли. Вытягиваем петлю подлиннее. Крючок заводим с обратной стороны. Накидываем петлю. Вытягиваем. Крючок заводим за следующий столбик. Сзади должен выйти в раскол. Накидываем нить на петлю. Одеваем на крючок. Здесь у меня соединение нити получилось. И вытягиваем. Провисающую петлю нужно подтянуть. Провязываем столбик. Вот соединение нам лучше скрыть между петель. Дальше, не обрезая нить, нам нужно связать стеночки для сумки. По периметру круга у нас получилось 78 петель. 20 петель мы оставим для входа в сумочку, так скажем, и 58 петель будем использовать для стенок. Это у нас первый столбик в ряду, нам нужно провязать 58 столбиков. Будем вязать без прибавок. Такими же столбиками. Крючок заводим перед столбиком, сзади выходим в раскол столбика, захватываем нить, вытягиваем на одном уровне и провязываем. Всего провязываем 58 столбиков без прибавок. Край должен начать заворачиваться немного. Провязали 58 столбиков. Вот здесь у нас осталось 20 петель. В конце ряда делаем петлю подъема. И теперь вяжем в обратную сторону соединительными петлями. Вязание разворачивать не будем. Крючок заводим во вторую петлю. Вот первая, это вторая. За заднюю полупетлю. Захватываем нить и вытягиваем. Сильно плотно петли не затягивайте. Вяжем так до конца ряда. Вот так у вас должно получаться. Довязали до конца ряда, провязываем 58 петлю. Петля подъема в конце. Теперь вяжем в обратную сторону еще один ряд стеночек сумки. Будем вязать такими же витыми столбиками, но они будут немного длиннее, чем наши прошлые. Так, крючок заводим под первый столбик. С обратной стороны выходит крючок в раскол столбика. Захватываем нить, вытягиваем. Вот он будет подлиннее.
и провязываем. Вязать будем без прибавок. Так, в следующий заводим. Сзади опять в раскол столбика. И вот эти соединительные петли все будут внутри столбиков. Вытягивайте петлю на один уровень со второй петлей на крючке. Провязали. Так вяжем до конца ряда. Вот так выглядят столбики. Стеночка получается поплотнее. Довязываем ряд. Вяжем последний столбик. Одна половинка сумки готова. Я обрезала нить, оставила тут кончик 50 сантиметров. Вот такая получается половинка. И нам сейчас нужно связать точно такую же вторую половину. Все, две одинаковых половинки готовы. Перед тем, как связывать две половинки, не забудьте спрятать кончики, которые были в центре. Вот этот конец нити мы пока оставляем. А на второй половине конец шнура мы не обрезали, и именно им мы будем связывать обе половины. Складываем две половинки. Здесь у меня рабочая нить. Снимаем с крючка. И крючок заводим вот на этой половине в самую первую петлю, но захватите еще немного и вторую. Вот так. Захватываем петлю и вытягиваем на эту сторону. Теперь мы будем связывать соединительными петлями. Первую петлю мы связываем вот так. Сначала заводим крючок на правой стороне, а потом на левой. Так, с внутренней стороны захватываем нить, протягиваем через все петли и через ту, которая на крючке. Вот так. Рабочую нить буду держать внутри, и последующие петли провязываем так. Сначала крючок заводим на левой стороне в нижнюю полупетлю, потом на правой стороне в нижнюю полупетлю. Захватываем нить внутри, протягиваем через все петли. Аккуратно, не торопясь. Вот, вытянули петлю. Она не должна быть сильно тугая. И продолжаем связывать полностью всю стеночку сумки. Кстати, перед тем, как связывать две половинки, посчитайте, чтобы у вас на краях стенок было одинаковое количество петель. У меня их 58. Когда вяжете, старайтесь петли вытягивать одной длины, тогда шов будет аккуратный и красивый. Мы довязали почти до края стенок. И вот эта петля, которую мы не довязали и оставили кончик небольшой, давайте ее протянем. Так. Вытягиваем. Ее нужно затянуть и спрятать между столбиками. Она нам больше не понадобится. Здесь мы провязываем последнюю соединительную петлю. И вот эту захватите тоже две ниточки крайние. Так, здесь в петлю и провязываем через все петли. Так. Шов получается красивый и с лицевой стороны, и с внутренней. Далее, не обрезая рабочую нить, мы обвяжем вход в сумку по всему периметру соединительными петлями. Сделаем одну воздушную петлю и дальше вяжем соединительными петлями.
теперь здесь. Также старайтесь провязывать петли одной длины, чтобы вязание выглядело аккуратным. Один край обвязали. С обвязкой край получается более плотный. Теперь дошли до стеночки. И здесь провяжите 4 соединительных петли. И здесь опять провязываем соединительными петлями. Провязали. И здесь нам нужно соединить. Теперь обрезаем кончик, сантиметров 20 оставлю. Здесь вытягиваем и сделаем имитацию петли. Берем иглу с широким ушком, протягиваем шнур и делаем вот такую петельку. Возвращаем обратно в петлю. Вот так. Все, а этот кончик прячем внутри между столбиками. Итак, основная часть сумки готова. Осталось прикрепить ручки. У меня круглые ручки из эпоксидной смолы на винтах. Поэтому винты откручиваем сначала. Находим центр сумки. У меня здесь 3 сантиметра и здесь 3 сантиметра. Отметили или запомнили, где должны располагаться вот эти штучки у нас. И нужно попасть ими прямо в центр столбика и выйти с другой стороны. Вот так я прям раздвинула столбик и теперь вставляю гаечку. И закручиваю отверткой. Болты сразу сильно не затягивайте, ставьте обе ручки, прикручивайте. Смотрите, если все ровно, то тогда уже затяните потуже. В последнюю очередь я закручиваю центральные болты. Все, сумочка готова. Вот так выглядит внутри и снаружи. Красивая, аккуратная. Спасибо вам за внимание. Желаю творческих успехов и до скорых встреч!